Коллеги, привет, с вами Атлант. Короткое включение. У нас биткоин 15-минутный таймфрейм. Пришли мы, когда снизу поднимались, да, указывал на эти уровни. При пробитии пойдем наверх. Вверху были цели, да, плюс тогда трендовые, к которым мы здесь подошли. Здесь даже правильнее все-таки ее вот сюда положить на этот пик. Так как мы ее коснулись, и если ее... Надо было изначально вот так сделать. Да, здесь касание. Ну, здесь был прокол, получается. Вот оно. Идеальное. Вот так касание. В общем, дальше что у нас получается? У нас цена пробила важный уровень, да, 30. Это старый уровень поддержки сопротивления. Пробились, и здесь у нас красиво его пробивали, зашли обратно к этой трендовой, да, оттолкнулись. Атлант подсказал, что пойдем вверх, и у нас, смотрите, как получилось, да, Атлант заходной на пробитие переключился, закрепился, и здесь можно было вставать в лонг позицию. Прошли наверх, и здесь вот это накопление, взяли первую цель, в группу телеграм-канал BitAtlant все это скинул, показал, какие цели забрал, здесь закрыл две позиции, две большие позиции по биткоину. Записи. Даже не то, что закрыл, да, оставил сюда позиции, чтобы они закрылись. Take Profit. И у меня, получается, вот активировался Take Profit на 50-м плече и на 150-м плече. Две позиции. Вот с 50-го плеча 477%. Цена открытия была 28 222 и закрылась 30 919, ну, 30 920 ставил, и 31 тысяча ровно. Это 150 там, причем это уже когда заходил с 30 144, дополнительную позицию открывал с 30 144. Это у нас, даже если на графике посмотреть, делаем с Атлант вот этого уровня, да, то есть вот здесь ловил. Я даже ее отсюда еще открывал. А почему я ее отсюда открыл? Все, понял. У нас получается профиль фиксированного объема, да, вот этого накопления показывает важный сильный уровень сопротивления, поддержки сопротивления. Это 30 100. И когда мы здесь пробивались, да, я здесь брал эту лонг позицию. Все, вспомнил. Целей было несколько, да, то есть у нас цель выход в эту область, основная цель, которая была по высоте паттерна, и старая область. Кстати, нормально. Это старый блок, я его еще выставлял. Можете мои видео посмотреть, видеообзоры, и ценные поставить, да. Тут у нас ровно 30 тысяч, 31 тысяча 10, 31 тысяча 11 долларов. И смотрим, да, цена пришла вот здесь. Я не подгонял этот блок. Он как стоял здесь, это по уровню Фибоначчи он вымерялся. Как его сюда выставил, цена четко пришла, как говорится, как в аптеке. Это прям идеальная точность. Ну, на самом деле, даже я сам немножко удивлен. Но и дальше, если смотреть, да, у нас после этого эти позиции отработали, все, они закрылись, принесли нам
сколько тут 800, ну 900% примерно, около 1000% к этим двум сделкам. Далее APT, кстати, Маск тыкнул, да, APT, он прыгнул на несколько тоже хороший процент дал, закрывал сегодня. На следующий так 5-10 лет и забыть. Тут момент такой, я всегда говорю о том, что нужно иметь долгосрочный портфель на следующие 5-10 лет, да, и забыть о нем, при этом фокусироваться на заработке. В телеграм-канале Битатлант скидывают такие новостной шум, который появляется, да, или какие-то мысли от себя, что помогает понимать, где мы находимся, какие настроения и что дальше делать. Кстати, Сизи, да, он говорит, что будут сжигания коинов, но одни сжигают, другие печатают, пока у них что-то не все урегулировано. Дальше это у нас началась вот эта распродажа, да, потихонечку. Я цели показывал этот уровень важный 30 713, то есть у нас вот подошла цена наверх, показывал, что мы в перекупленности, и однако сейчас цена откатилась в район 370, вот отписался, да, биткоин достигнул цели в 3950, однако сейчас цена откатилась в район 3700, это сильный уровень, выше которого приоритет у лонг, а ниже у шорта. Сегодня я взял шорт по биткоину для коррекционного движения от уровня 30 888. Сейчас позиция ушла в плюс, так что я перевел без убыток. Да, у меня там позиции показал свои там по APT и по биткоину. Взял шорт на бирже BingX и уже в плюсе, но Атлант не переворачивался. И после этого твита, да, там немного погодя, Атлант развернулся в шорт. Пытаюсь понять третий раз, обязательно пользуйтесь стоп-приказами. Несколько раз брал позицию, открывал позицию в шорт. Первый раз у меня ее выбили. То есть я ее здесь открываю, да. Открываю, меня выбили. Где он? 888. Подожди, не то. Я еще дополнительные открывал позиции, а которая открытая по 888, а она до сих пор у меня открытая. То есть вот этот уровень, вот эта поза, она так и продолжает быть открытой. И сейчас она в очень хороший плюс ушла. А дополнительно, который уже открывал на пробой вот этого уровня, мне здесь их повыбивало. Поэтому вот. Далее, так, Маск объявил о запуске программы монетизации пользовательского контента в соцсети. Это очень хорошо, да, тоже с Твиттером будет интересно. Надеюсь, туда криптоактив какой-нибудь добавят. Было бы очень, очень хорошо, если добавят криптоактивы, именно чтобы движение и оплаты, и работать было легче. Так, здесь новостной фон. Здесь тоже Coinbase на первом месте, да, это когда продавцы акций вынуждены закупать их, чтобы избежать дополнительных потерь, что приводит к росту цен на акции. Но стоит помнить, что эта информация не является рекомендацией. Так, это у нас шорт-скиз, да, на которых может произойти, они сильно задирают их. Но опять же, все зависит от криптоактивов. Криптоактивы развиваются, и Coinbase тоже, я считаю, будет развиваться. Сделают, конечно, сброс лонгистов и пойдут дальше. Так, глава Центрального банка Англии высказался. В общем, ожидают они рецессию. Ребята, будьте, кстати, аккуратны. Что это у нас? Битру приостановило снятие средств до 18 апреля из-за взлома горячего кошелька. Вот у них проблема произошла. И постоянно попадаются такие моменты. Гарвардские умники создали плагин ChatGPT для
Тиндера, который будет за вас общаться с собеседником, который тоже такого же поставил, и они друг с другом будут общаться, пока они мозг не сломают всем. Так, удивительно, насколько все просто университет. Это понятно. И вот этот плагин, типа, можно установить тут. Ребята, никакие плагины, никакие дополнительные приложения, вот это ничего не нужно устанавливать. Есть там сайт какой-то, этот по чат GPT, да, работайте, ну или работайте с ним, если хотите поизучать этот момент. Не надо, даже в телеграм-каналы опасно лезть в какие-то вот такие моменты. Вот 100% пройдет какое-то количество времени и начнут. Вот там одного через эти плагины взломали, пароли вытащили, другого, и какие-то вот такие моменты, вот они повсплывают. Начнется опять сопли, нытье, слезы, вот это вот все. В общем, еще раз, никуда не надо лезть. И работайте, да, старайтесь, вот у вас ну, какое-то одно устройство или там два устройства, где у вас есть биржа, где у вас есть холодные кошельки, и, и это устройство постоянно подключено через VPN, который какой-то надежный VPN, да, к интернету. Все. Сидите и не дергайтесь, работайте. Ничего туда дополнительно устанавливать не стоит. Есть биржа, а, поработали, вывели, все, пользуйтесь, да, дарами, если ну, вы на свободе, естественно, если у вас свободная страна. Так, протокол заседания 12-23, тоже интересная статья. Ребята, ну, держите, да, активы, к тому же экономика США находится в состоянии рецессии. Об этом официально не будет заявлено еще около 69 месяцев, а там, ну, базовая инфляция США продолжает расти, что больше озабачивает ФРС, которая стремится к 2% инфляции. В общем, непростая ситуация. Ну, посмотрим, да, этот момент тоже. Я думаю, будет у них рецессия. Ну и поехали наша проторговка, как это все дело состояло. Вот он, пробой этого уровня, раз, ретест, с ретеста, да, опять дополнительную позицию здесь открывал. И поехали вниз. Да, Атлант был шортовый, Атлант подсказал вот в этом месте, да, с этой свечки. То есть, получается, вот он здесь указывает то, что будет шорт, возврат. И поехали. Как раз ретестили и пошли вниз. Вниз пробой старого клина, который был, да, и причем пробой не за ним, а именно вот на самом носике. Уже не первый раз такое тоже наша группа наблюдает. Следим за техникой, как работает эта система. Пробитие произошло, ну и дальше весь рост клина, который был, да, по уровню Фибоначчи, пришли первая точка, это золотой карман, 30222. И вот здесь есть важный этот уровень, это 30 100, ну, 30 093, 30 100, это сильный уровень поддержки из вот этого накопления. И как раз цена, обратите внимание, то есть у нас было это предположение, что мы сюда придем, и, как вы можете наблюдать, да, цена вот буквально сюда не дошла. Сколько у нас? 92, а здесь показывает, ну, ровно 30-100, да, 99 мы коснулись, 92, 99, сколько, 7-8 долларов, грубо говоря, да, вот здесь у нас пролетело мимо. Далее, сейчас цена здесь находится, ну, дальнейшее мое предположение, очень будет плохо, если мы будем пробивать вот эту зону. Если мы ее пробиваем, уходим вниз, то выходные дни еще посмотрим, как оно будет. Да, ну, на понедельник, и если будет новостной фон хоть немножко плохой, но мы уходим вниз. Далее еще, что у нас здесь повлияло? У нас было это на открытие Америки. Зашли и Уолл-стрит. Кстати, Атлант был шортовый. Открытие Уолл-стрит, когда Уолл-стрит зашли на рынок, это было вот в этой области как раз.
После чего и у нас Атлант был шортовый, да, откатились от важного уровня. Они тоже этот момент видят, и они стали продавливать. И по Уолл-стрит они стали продавливать, потому что у нас новостной фон был отрицательный. То есть как раз вот базовый индекс розничных продаж и объем розничных продаж на это повлиял на движение, на, на заключение трейдеров с Уолл-стрит, да, и они продавили цену, мы ушли вниз. В общем, американцы здесь сделали шорт. Далее есть поход в район 78,6. Свои позиции, лонг я не трогаю. Лонговые у меня позиции, которые открыты, я их продолжаю держать. Позиции без убыток перевел, жду, смотрю, что будет дальше. Ожидаю цену выше. То есть я все равно ожидаю цену 3,14 и закрытие по ADL 2000%. Две позиции у меня ждет своей участи по биткоину, закрытие в 2000%. Далее ожидаю здесь из ближайшего уход вниз. И еще высота, то есть это у нас по уровню Фибоначчи, да, основные цели, это золотой карман, 78%. И далее высота этого накопления у нас выдает цель 29,689. Но еще раз повторюсь, очень плохо будет, если мы уходим под вот этот уровень, так, батарейку надо подключить. Извиняюсь, ребят, сейчас 5 сек. Для вас будет секунда, для меня. Так, подключил зарядку. В общем, что у нас здесь получается, да, проход в этот уровень. И если проход к этому уровню, уход вниз, закрепление, ребят, у нас открывает цели вниз. И здесь у нас такая структура, да, вырисовывается, расширяющийся клин, который отрабатывает и вверх, и вниз. Но поскольку мы уже наверх поднялись, да, это у нас самая высота, конечно, он здесь должен быть разворотным. Но следующая цель тогда у нас выходит вот как раз вот в эту область. Это на наш старый, то есть вот где-то вот в эту область. Расторговка, да, и, ну, опять же, посмотрим, когда это будет происходить. Понедельник. Воскресенье, понедельник, вот можем вот сюда вот приземлиться. На вот этот уровень. Вполне возможно, да, потом откатиться, попытка набрать шортистов и потом просто туши свет вниз. Тут еще Генслер будет выступать. Но, опять же, здесь уже дальше будет видно, потому что сейчас гадания, вот эти, это как гадания на кофейной гуще. То есть все происходит вот здесь, в моменте. Нужно за этим наблюдать. Позицию взяли, позиция в безубытке, уйдем вниз, замечательно заработаем на шорте. Нет, развернется наверх, замечательно заработаем на лонгах. Лонги переведены в безубыток. В данный момент к золотому сечению подошли. Обратите внимание, тремся у золотого сечения. Сейчас, скорее всего, да, у нас этот уровень все-таки выстоит. Я надеюсь, что он выстоит, и нас развернут, и мои шорты эти засобьют. Здесь появился объем, кто-то хорошо откупает по индикатору, по RSI, да, мы ушли в зону перепроданности, это тоже очень хорошо. Надеюсь, что отсюда как-то постараются восстановить силы и зайти за этот уровень. 30 100, 30 300, 30, да, 30 300, 30 350, вот за вот этот уровень, в общем. Надеюсь, что цена выйдет назад. Подписываюсь ко мне в телеграм-канал, торгую на бирже BinX, подключаю к терминалу TradingView. Биржа BinX – самый лучший график цены для торговли
Обязательно изолированная маржинальная торговля и стандартные фьючерсы. Изолированная маржа на стандартных фьючерсах. Это позволяет открывать каждую позицию по отдельности. Всем удачи, спасибо за внимание, пока.